Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим сырники. Сырники в моей семье очень любят. И взрослые, и дети, так что это очень популярное блюдо у нас. А также оно очень вкусное. Что нам необходимо? Здесь у меня в миске 2 упаковки по 220 грамм 9% творога, 1 яйцо. И еще нам понадобится 3 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки муки. Итак, начнем делать сырники. В миску я насыплю сахар. И теперь перетрем сахар, яйцо и творог. Перетирать удобно вилочкой. Одного яйца вполне будет достаточно для 2 пачек творога. Почему 1 яйцо? Потому что нам не нужна лишняя жидкость в тесте. Чем меньше жидкости, тем меньше мы добавляем муку в тесто и тем самым делаем сырники более нежными, более вкусными. Если добавить больше яиц, понадобится тогда больше муки. И сырники станут твердыми, плотными, и тем самым ухудшится их вкус. Поэтому задача сделать так, чтобы тесто имело как можно меньше влаги. Мы ничего не взбиваем, мы просто перемешиваем сахар, яйцо и творог. Ну вот, творог уже хорошо объединился с сахаром и яйцом. Теперь можно сюда положить муку. Одна ложка, 2 и 3. Перемешаем. Можно делать сырники с манкой, но с манкой надо подождать, пока она набухнет в тесте, а нам ждать некогда, поэтому делаю с мукой, но добавляю ее очень дозированно, чтобы не перенасытить тесто для сырников мукой. Они у нас должны быть преимущественно именно творожными, а не мучными. Тесто вымешалось хорошо, и теперь присыплю поверхность стола мукой и начну формировать сырники. Теперь насыпаю немного муки на стол. Распределяю. И тесто из миски переношу на стол. Тесто я выложила. И теперь нам нужно сделать колбаску.
готова колбаска, и теперь мы нарезаем ее на кусочки. Сначала пополам, потом еще раз пополам. И каждый кусочек на 3 части. Вот у нас получилось 12 сырников. Каждый кусочек мы со стороны разреза обваляем в муке и немножко прижмем. И откладываем в сторонку. На муку. Итак, друзья, я сделала 12 таких заготовок, они еще не готовы. И теперь хочу показать вам один лайфхак, который мне показала моя дочь. Берем заготовку сырника, накрываем кружкой, которая по своему диаметру больше, чем сырник, и начинаем делать вращательные движения. Вот видите, какой получился идеально ровный сырничек. И теперь нам останется только его прихлопнуть сверху, чтобы заготовка стала более-менее похожа на сырник, а не на булку. И вот так делаем со всеми заготовочками. Вот у нас ровный сырник получился. Друзья, сырники я выложила в разогретое масло на сковороду. Если у кого индукционная плита, то жарьте на 7, чтобы огонь был умеренным и сырники не подгорели. Также распределяем по всей поверхности сковороды масло. Вот уже можно их переворачивать. Ну вот, друзья, сырники я перевернула. Вот такие они, немножко золотистого цвета, больше и не надо. Еще пару минуток они пожарятся на обратной стороне, и можно выкладывать на блюдо. Друзья, вот такой вкусный завтрак у меня сегодня. У меня и у моей семьи. Давайте попробуем. Очень нежно и очень вкусно. Друзья, кто использует мало сахара в сырниках или в блинчиках, можете класть меньше. Если вам нравится блюдо не сильно сладкие, можете уменьшить. Нежно и вкусно. Готовьте с удовольствием. До новых встреч и пока-пока. Дорогие друзья, спасибо вам за подписку на канал, за лайки и комментарии. Всем вам желаю здоровья, процветания и успехов.